Self Omnibus, я Александрил, и сегодня я начинаю прохождение долгожданной мной игры Age of Wonders, четвертая часть. Слюной, подавился. Я еще ее не запускал. Так, да, наверное, я сейчас расскажу, прежде чем начать. Вчера не было стрима, поскольку я ждал. Такая у меня была смутная надежда, что за день дадут поиграть. Ну, возможно, я где-то прочел это, может, не знаю. В общем, да что ж такое-то? Секунду. Так, так вот. Ну, в любом случае, сейчас я после этого вот вчера искал информацию, об этом не нашел. Хотя я помню, вроде действительно что-то такое было. Не уверен, конечно уже. Но в любом случае это не важно. Я вчера весь день ждал выхода этой игры. Поэтому не стримил. Думал, если дадут за день поиграть, с этой игру стримить иначе. Но, к сожалению, не дали. Сегодня тоже ждал все-таки, пока эта игра выйдет, пока ее загрузил. Она вышла вроде, получается, в 7. Ну, часок ее где-то 8 загрузил. И начал к ней подготавливаться, потому что это в OBS куча настроек, в общем, к этой игре подготавливался. По большей части. Я еще ее не запускал. Так что я и поэтому у меня еще вот этот вот экран не настроен на игру. Сейчас все запущу при вас и настрою. Так, ну, запускаю. Да. Так. У меня, как видите, 0 зрителей, потому что я отключил поисковик, так сказать, чтобы сильно не нагружалось, поскольку это игра новая и, скорее всего, требовательная. Поэтому я сразу все закрыл, в общем. Вот. Игра, да, запускается, там что-то доустанавливается там чуть-чуть. И так. Фу-фу-фу. Здесь, оказывается, еще настраивать что-то надо. Игра не запускается. В общем, хотите ввести имя пользователя, она будет использоваться при загрузке вами модов на серверах, в сетевых играх. Ну, давай. Да, не знал, что, конечно, при запуске такие сложности возникнут. Потому что иногда бывает, когда ты в первый раз игру запускаешь, что-то типа ролика там. Иногда бывает такого встречного. Вот. Поэтому... Так, вот сейчас, секунду. Ага, сохрани. Возможно, неожиданная ошибка. Повторите попытку. Короче, ладно, давай просто пропустим этот шаг, потом, если что. Продолжить игровой сервер. Игровой набор. Что? Не знаю, какой-то игровой набор. Дополнение. Какие-то ошибки. Не удалось подтвердить подлинность дополнения. Что? В смысле? У меня почему-то здесь два DLC контент. Инфлюенсер контент. Ап контент.
Мне удалось подтвердить подлинность дополнения. В смысле? Я за игру за 5000 купил... Чё за фигня? Да уж. Пока меня она не радует. Давайте запускать. Так, ну-ка. Вы что-нибудь сейчас видите, не видите? Ну-ка. Пускай так, сейчас настройки. Отдельного окна, окно. Вот. Окей. Сейчас... ну, естественно. Опять какая-то фигня, да, в игре, ну? Вы видите, не видите сейчас это что-нибудь? Просто я не вижу, что вы видели. Пу-пу-пу-пу. Нет, вы не видите ничего? О! Пошла картинка. Наконец-то. Во! A power older than time has returned. Free from their imprisonment, ancient wizard kings come, seeking lost magics and new realms to conquer, turning all whom they encounter by choice or by force. Through strife, champions arise. New unities are founded. And powerful arcane knowledge unlocked. As gods and mortals clash, the forces unleashed will shape a new age of wonders. Welcome to Magehaven. Magehaven is a sanctuary between worlds. From here, powerful rulers called Godir venture to realms within the astral sea. Что-то говорит? As you conquer realms, other Godir will gather in Magehaven and join your pantheon. You will also gather pantheon experience, which unlocks new options for creating your Godir and their followers. Your pantheon will tell your story of the fourth age of wonders. Step through the world gate. Your first adventure awaits. Все, договорила. Ничего не понял. Но добро пожаловать в прибежище. Прибежище магов. Прибежище магов — это убежище, расположенное между мирами. Именно сюда, именно отсюда могущественные правители, которых называют Гадир. Гадир. Слово Гадир называет волшебников, принадлежащих к пантеону, который собирается в прибежище магов. Оттуда они отправляются на поиски новых знаний в миры Астрального моря. Вот это, кстати, прикольно сделали, ни в одной игре такого не помню. То есть, иногда бывает действительно в игре, но Void придумывает какие-то свои слова, объясняют как там так попутно. А здесь прям ссылка. Так, они отправляются на поиск новых знаний в миры Астрального моря. Некоторые из Гадир недавно вознесенные герои. Другие же древние короли король волшебник той или иной приверженности, стремящиеся силой магии починить себе миры, народы. Гадиры обладают своего рода бессмертием. Вместо смерти они попадают в астральную бездну, могут вернуться в прибежище магов. Да ладно, серьезно? Я могу то сделать. Так,
Ладно, это уже как-то перебор, по-моему. Я не собираюсь это все читать. Лежащих внутри остального моря. С каждым захваченным вами миром новые игроки будет пребывать в прибежище магов, присоединяться к вашему патрону в процессе игры. Заработайте опыт пантеона, который открывает много возможностей для настройки вашего Гадира и его последователей. Руками этого пантеона пишется история четвертой эпохи чудес. Собственно говоря, да, Age of Wonders переводится как эпоха чудес. И это четвертая часть уже. Четвертая эпоха получается. Блин, ну конечно, мир у них прям продуман. Хорошо, мне это нравится. И то, что в любой момент непонятные слова. Ну то есть архоны, например. Архоны верят, что Иисус сам Всеотец, припоручив им работу по вселенной, будучи первой из разумных рас на протяжении эпохи гордо величали себя божественными стражами Всеотца. И по-моему игра намного громче меня. Надо будет музыку убавить обязательно. Так. Ну да, собственно говоря, это вообще просто обзор, так сказать, первое впечатление об этой игре. Поэтому я пока не знаю, что делать, буду сейчас все настраивать. Плюс, что еще? Я еще на ютубе пытался выложить этот подкаст, но оказалось, что там подкасты — это подкасты канала, а не подкасты отдельного видео. Поэтому я пытался выложить сообщение. И у меня, короче, какая-то фигня с изображением, не грузится никакие изображения, различные изображения пытался туда пихать. Ну, короче, я выложил что-то типа... Вот, эта игра, типа, стрим у меня будет, и ссылку на Трова дал. Вот. И хотел фотку этой игры, типа. Вот, но ничего не получилось. Так, на чем я остановился? Развернул напряжение эпохи, различалось божественное сражение Всеотца, поставлено на защиту новые миры от опасности, исходящей из Австрального моря. Однако в последнее время не покинули большинство миров, и теперь почти не вступают в контакт с мертвыми народами. Ясно, в общем. Будем потихоньку... Мой пантеон. Кстати, да. У меня почему-то только 8 FPS. Чё по настройкам? Во-первых, звуки. Первым делом я убавлю очень сильно музыку. Дашь мне убавить музыку? А речь я, наоборот, прибавлю. Все остальное пускай так оставлю. Графика. Вертикальная синхронизация, мне нафиг. Качество. Ну естественно, у меня же высокое тут все. Ну да, мой компьютер потянет все эти высокие настройки. Средние применить. Ну чё, прибавились FPS, нет? О, да. Сразу резко FPS прибавилось, шикарно. Есть владелец. Да это мне не интересно. Так. Я думал, в игре можно что-то здесь делать. Энциклопедия. Вот энциклопедия есть. Во. И тут, короче, все, как понимаю, все формулировки различные, которые я читать, естественно, не буду. Нафиг надо. Я не настолько прям. Блин, ну зверек прикольный. С глазами на теле. Так, так, давайте еще по настройкам. Автосохранение, настройки обучения. Называешь об игре. По краю зафиксировать мышь, скорость камеры, тестировать глобальная камера. Интерфейс, масштаб обычный. О, а вот это да, я люблю. Покрупнее его.
Сетка. Сетка, если этот параметр включен, на глобальной карте будет отображаться сетка. Сетки я обожаю. Честно говоря, во многих играх не хватает сеток. И побольше, так сказать, информации. Например, есть Tower Defense, в которых ты наводишь, например, на какое-нибудь оружие, он показывает радиус, вокруг которого он может подстрелить врага. И вот в некоторых играх похожей вещи не хватает. Так сказать, чем больше информации на экране, такой не буквенной, а именно, как это сказать-то, не словесной информации, а именно изображений. Как это? Информация, в общем, с помощью различных изображений. Я такое очень люблю. Так, качество текстур, сглаживание, качество ландшафта, тени. Ну, это мы еще, в общем, ладно, пока, наверное, так оставим. Сеть. Текст речь. Речи в текст. Ладно, в общем, все применить. Быстрый старт. Нет. Сетевая игра. Загрузить игру. Выйти. Новая игра. Вот. И мне опять просадка FPS офигенно. Походу, все-таки придется низкие настройки ставить. Что-то как-то... Не, давайте все-таки сейчас низкие настройки поставлю. Что-то нет. Это потому что слишком много. Как я уже и говорил, у меня не самый хороший ПК. У меня далеко не самый хороший ПК. Сказал бы даже старый у меня ПК. У меня типа карта 1060. И многие такие. У меня тоже 1060, не в ней проблема. Ну, если у тебя проблема и у меня проблема, и у нас одинаковая видеокарта, значит, скорее всего, проблема в ней. Choose your destination. Вот, сейчас не должно так сильно лагать, да? Ладно, в принципе, ничего прям так сильно не меняется. Поля Возрождения, Долина Чудес, Райские равнины, Пустыны волшебного стекла, Ластора, Расколотое королевство, Пустоты. Это, я как понимаю, уже готовые миры. И, блин, они красивые. Вот так просто смотришь, и это красиво, действительно. Ну да, я как понимаю, что типа здесь некроманты, например, живут. Здесь, допустим, люди, здесь эльфы. Допустим, пускай будут дворфы, потому что изобилие всяких минералов. Равнины тоже, допустим, люди здесь. Не знаю, есть пока кто здесь живет. Например, здесь бы могли, типа, Долина Чудес. Райские равнины. Это какие-нибудь ангелы. Так, свои параметры официально, да. Создать мир. Свой собственный, ну, свои параметры. Так, создать мир. Вот. Настроить мир. Бесплодные океаны. Что? Нет, стой назад. Choose your destination. Дополнительные параметры. Стоп. Да, параметров пока здесь как-то слишком много. Континенты. А я могу как-то это, например... Вот это конкретно. А, или это типа свой мир, это вот так будет выглядеть. Типа мне бы картиночку вот эту поменять. А! Во! Вид порталов. Ух ты! Ну,
выглядит как минимум красиво. Ничего не... О-о-о! Летающие острова я просто обожаю. Не знаю, насколько это будет сложно. Летающие острова, это хоть как-то влияет, на самом деле. Классические, одновременные. Игроки 7. Пускай будет 8, да? Мое любимое число 8. Расстояние между игроками. Я пока не особо разбираюсь, если оно будет стандартное, возможно, они быстрее меня убьют, я не знаю. Хотя я пока, естественно, собираюсь не в онлайн-игре, а с ботами хотя бы научиться играть. Но, собственно говоря, да, можно спокойно со своими друзьями, например, играть. Хотя, если бы у меня были друзья, навряд ли бы они купили такую игру. Ну как так, друзья, есть, но редко видимся, так сказать. Так сказать, разные вкусы у нас, в общем. Бесплодные океаны. Большая земля. Большую часть этого мира составляет суша, и лишь иногда здесь встречаются большие водоемы. Оспариваемые территории зеленые пустынями, где бушуют песчаные бури. Континенты. Этот мир поделен на несколько крупных оспариваемых континентов. Лавовый разлом. Озера лавы. Острова. Побережье. Две части океаном. Пережил большую катастрофу, теперь части к ближайшим океанам. Нет, давайте острова, собственно говоря. Летающие острова, так что пускай будет острова. Климат. Нету климата. Бескрайние поля. Это почти состоит из зеленых холмов, поэтому пища здесь в избытке. Высокогорье. В этом мире полно горных регионов. Замерзший мир. Заросший мир. Всюду цветет жизнь, сейчас встречаем. Особенность провинции, как леса. В этом мире редко встречаются провинции, и здесь нет провинции с пустошью. Ничего. Молодой мир. Взаимоисключающиеся изменчивые земли. Этот мир зародился недавно, он еще совсем пустой, со временем он будет развиваться, меняться в ту или иную сторону. Здесь преобладают провинции с пустошью. Так, невыносимый пустынный мир. Так, здесь сейчас встречаются провинции с климатом, где нет никаких провинций, здесь нет. Вообще провинции как луга, в этом мире часто встречается источник с пища. Давай бескрайние поля, почему бы нет. Обитатели. Астральные хищники, источник монет мира, привлекает их астральные. Ага, духи. Множество блуждающих блохов. Гигантские звери. Огромные свирепые звери. Здесь часто встречается воин животное, воин мародер. Грозная нежить, дикая природа. Древние творцы. Полугиганты. Ну, какие полугиганты на островах летающих? И нам наступит, и остров перевернется. Не, точно. Земля драконов. Хищные драконы, они никому не уступают свою добычу. Логически. Опа! А давно здесь можно вниз листать? Нет, сейчас только это. Из особенностей сильного воздействия астрала в этом мире проживает множество магических созданий, что часто встречаются. Незанятый мир. Относятся, редко встречаются.
Мир демонов, мирные земли. Это возможно живых духов и существ. Опасная лора. Ну, либо мирные земли, либо магическое происхождение. Вот. Возможно, когда-нибудь я еще попробую что-то типа огненные. Мир лавы с драконами. Это, наверное, прям полный хардкор. Но пока я знакомлюсь, так сказать, с игрой. Так что... Существа магического происхождения. Не, ну то есть технически какие-нибудь гоблины это существа магического происхождения. Да и драконы вроде как тоже плюс-минус магические твари. Так что, да, по сути, демоны тоже магические. Ну, в общем, все, что не человек и не какой-нибудь обычный пол, это магические существа. Так что... Феи, воин, фея. Растения, животные. Ну, пускай будут какие-нибудь у меня райские острова, ладно. Что? Уникальный правитель империи, короли, претенденты. Вроде же можно было выбрать, нет? Или чё? Может... как-то... Это что-то влияет? Что? По-моему, их больше должно быть. Я, конечно, могу ошибаться, но... Что-то типа, ну-ка... Если я, например, сделаю... Симая жара... Симая жара... Драконы... Ничего не поменяется, да? Или чё? Странно. Ну ладно. Нет, стоп. Короли претендента. Королевство, которое правит этим миром, пало. Теперь на трон некогда великой державы претендуют 3 наследника. В начале игры короли претенденты Драман Вос, Ярлан Вос и Скоган Вос контролируют дополнительные города. Плюс 2. С самого начала все короли претенденты находятся друг с другом в состоянии войны. Тот, кто сможет заключить союз со всеми королями или одолеть каждый из них, одержит победу. Ну, пускай пока нет. Я просто, как искал, сегодня просто исследую игру. Да, я уже полчаса ее все исследую. Так. И то есть это все одно и то же, только модификации воинов бессмертные, влияние флоры, гигантизм, дорогое обслуживание, мрак и модификации правления, модификации свободных городов, эффекты среды, изменчивые земли, нестабильный мир, полностью меняется и искажается каждый секунд, все дизайн. Кстати говоря, изобилие кристаллов в этом мире ману. Просто быстрее найти изобилие. Маленькие подземелья, огромные подземелья, снежные метели, царство безумия, чудесное прошлое.
Так, во-первых, хочу, да. Так. Модификации воинов чьих? Моих? Взаимодействующий с проклятием бессмертия. Это магия. Получается, нет уж. Влияние фрослингов. Фрослинг уже давно нашли этот мир, и никому его обитать не удалось избежать их морозной силе. Ну нет уж, да. Это, кстати, очень сочетается с древние творцы. Так. Ну то есть, короче, это ухудшение, да, так сказать, моей игры. Голова. Ступна. Нетерпимость к злу. Отсутствие отдыха. Только в подземном мире есть условия для развития цивилизации. Нет. Существа этого мира наполнены магией, которая высвобождает момент гибели. Да, что-то как-то... Ну это, в общем, усложнение, да? Свободных городов. Не меня, то есть, а свободных городов. Эффекты среды. Это будет изобилие кристаллов. Ладно, пускай пока так. Фу, фракции. Блин, короче, сейчас я дойду надолго, наверное, не знаю. Вернулся. Так. На чем мы остановились? Фракции. Случайный правитель. Так, ну и средний пускай будет. Фиг с ним. Может даже там... Очень... Допустим, через раз как-нибудь слабенькие. И, допустим, какой-нибудь подальше от меня пускай будет сильный. Как-то вперемешку. Генерировать правителей это как? Случайно. Будет сгенерирован случайным образом. Они выбраны из числа существующих. Here, you have the unique ability to create your empire and the people living in it. Ну пускай, да. Пускай будет полный рандом. Не хочу, чтобы они еще и в команды. Сложностей. Так. Значительный вперед, большой период, преимущество, большое давление. Но без преимущества я, наверное, сдохну очень быстро. Даже против слабого. Я в этом уверен. Я же говорю, пока не знаю. Пускай будет небольшой такой перевесик. Your journey В конце концов, мы же еще против сильного одного играем. Так что... Собственно говоря... Это уже готовый, я как понимаю, да? Ну, я своего создам, естественно. Просто сейчас посмотрю. Да, собственно говоря, зверолюд. Белый тигр. Да, тигриная фракция. Как понимаю, люди, эльфы. Перворожденные даже эльфы.
Нет, стоп. Какие еще перворожденные эльфы? Есть обычные эльфы, есть высшие эльфы, и есть королевские эльфы. Перворожденные, они столько не живут, чтобы быть перворожденными. Перворожденные, да ладно, да не может быть. У меня, в общем, вылезла ошибка, график, драйверс крэш. Ну, шикарно, чё? Драйвера крашнулись из-за игры. Да. Пу-пу-пу-пу. Так. Сейчас, подождите. Да что, уйди ты отсюда. Ща. Типа сообщить об ошибке. Что-то такое, не знаю. Все на английском, я на английский не знаю. Так, давай еще раз запустим. Игру называется за 5000, да, купил? Не, игра интересная, только вот требовательная. Не знаю, вернуть что ли я или нет. Просто я однажды куплю, возможно, себе видеокарту получше, и тогда такого точно не должно будет быть. А, кстати, вот здесь я что-то сразу не заметил, довольно красиво. Ну, давай еще раз посмотрим. Я просто до этого чисто читал и не обращал внимания на все остальное, так сказать. Почему бы нет? A power older than time has returned. Жалко, нету русской Free озвучки. from their imprisonment, ancient wizard kings come, seeking lost magics and new realms to conquer, turning all В последнее whom they время к encounter русской озвучке как-то... by choice. Да и вообще к любой озвучке, ну плевать, если нет. Типа перевели и фиг с ним. Вот раньше игры делали, озвучка во всех Champions была arise. играх, на все языки. New unities are founded, Каждая студия сотрудничала. and По крайней powerful мере, естественно, are не, acknowledged не на все прям языки. Это я преувеличил, ну в общем. as gods and mortals clash. The forces unleashed will shape a new age of wonders. Каждая, типа, страна со своим, допустим, языком, у которой были технологические, так сказать, возможности, с удовольствием сотрудничала, типа, и делала свою озвучку в эту игру. Отсылала вот. Они эту игру делали с их озвучкой и встраивали так их. И выпускали. Choose your destination. Choose your destination. Да, а чё у меня с FPS-ом-то? Хотите сказать, они все сбились? Низкие? Да не, все низкое же. Чё-то эта игра прям требовательная слишком. Может из-за старта? На старте, типа, возможно, потом поправят. Хотя они уже давали людям, я как и сказал, они за неделю еще давали людям спокойно играть. Некоторые на ютубе ее проходили еще за неделю. Choose Ну your ладно, новый. destination. Где там? О. Ладно, сейчас быстро все сделаю. Я имя, кстати. Пускай будет Райские острова. Так. Что я здесь сделал, молодой? Наскание поля. Итак.
Your Подтвердить. journey starts here. Ну-ка. Так. Опять же таки, так, слабый. Слабый. А, нет, стой. А, нет, все, слабый, средний, слабый, средний. Слабый, средний. И сильный. Человек... Небольшое преимущество. Пользовательский. Типа средний. Ладно, пускай так. Я думал, эти обе стрелки. Ладно, не знаю, в общем, сложность. Или пользовательский. Пользовательские правители конкретно. Нет, пускай случайно так. Игровой процесс. Скорость игры. Быстрые начальные условия. Так. Бой против ИИ. Да. Your journey starts here. In the following steps, you will create your ну-ка, your стоп. journey Да, я starts сначала хочу here. посмотреть, в общем, собственно говоря, орки. Я так и не сказал, перворожденные только вампиры бывают. Вот, поэтому это немного бред. Ну да, орки, гномы или дворфы. Дворфы и гномы разные. И гномы это не совсем дворфы, а это конкретно дворфы должны быть. Тоже какие-то тиграны. Нет, это льваны должны быть эти. Это верные, эти волшебные тиграны. Полурослики. Полурослики это же из этого. Как там отнести кольцо в Мордор-то. Так. Гоблины, собственно говоря. Грызуны, грызуны к этим относятся как? Зверолюдям. Попрыгуны скорее к рыболюдям относятся. Пепельные распутники. Никогда таких не слышал. И у меня сейчас опять, скорее всего, крашнется. На 100%. Типа темные эльфы, что ли? Демоны. Опять-таки гномы нет. Вот. Тени рождены. Вот темные эльфы, ясно. Да, значит, скорее всего, это что-то типа... этих демонических рас, в общем. Обитатели глубин. Ага. Ну это эти. Ледолюди. Ледяные люди. Ага. Это обычные люди, благородные паладины. Подземные послушники. Кстати, выглядит, конечно, офигенно. Типа
человек управляет кротами. Забавно. Одержимые орки. Ясно. Понятно, чем они одержимы, да? Проклятые квакуны. А, это типа... странно. О! И вот как раз таки некромант. Да, скорее всего. Блин, выглядит, конечно, круто. Зомби, что ли, они эти? Зомби, скелеты всякие. Нежить, в общем. Свои параметры. Вас факцию. Человек. Эльф. Орк. Гном. Скорее двор. Полурослики. Есть еще, кстати, полуэльфы. Они прям в 10 раз меньше живут, чем обычные эльфы. Если там, например, какие-нибудь... эти... Какие, я говорил, там эльфы-то бывают. В общем, между собой, если они там в 2, в 3 раза дольше живут, то прям полуэльфы прям конкретно в 10 раз. Они там лет 200. И вот, допустим, если эльф какой-нибудь 3000 лет живет, то полуэльф 300 лет. Что-то такое. О, блин. Филинит. Зверолюди, да. И кроты, ясно. За эльфов, наверное. За ледяные расы какие-то поиграть не могу, да? Там? Ну ладно, давай. Я могу даже физические способности, ментальные способности. Так, облик. Сейчас вам предстоит создать своих подданных, а затем и правитель. Если вы создаете фраг, мы рекомендуем сосредоточиться на теме, а не на цифрах. Попробуйте отыграть какой-нибудь... Ну да я, собственно, так и говоря, и делаю. Я сейчас пока в этой игре не разбираюсь, сейчас отыгрываю того, кто, как по мне, типа, что мне нравится, то и выбираю, да. Стереотип или заметить безумного эксперимента. На первом этапе нужно выбрать облик вашего народа. Каждая форма имеет свои особенности по умолчанию, однако их можно изменить. Да, уже это понял, спасибо. Собственно говоря, острый глаз. Выстрел на дистанции чаще попадает в цель. Да. Магические атаки наносят больше единиц урона. Что вообще здесь? Есть адаптация, инициатива, коварство, оборонительная тактика, свирепый нрав, тактика подавления, уклонения, упорство, хладнокровие, адаптация к воде, адаптация к воде, адаптация. Быстрое восстановление, быстрые рефлексы, жизнестойкость, крепкое здоровье. Всего плюс 10 единиц здоровья. Решительность, сила, стойкость, твердость. Наездник на наездник на единороге. Для всадников никак не влияет на... ну это для конкретных персонажей. Наездник на кошмаре. Наездник на пауке. Ужас. Нет способность скачок. Правитель начинает верхом на единороге. Забавно. Забавно. Не, пускай все так и остается. Выбрать In this step, you will pick your people's culture, феодалы. which defines your starting units and economy. На этом этапе вы должны выбрать культуру своего народа. Культура определяет тип стартовых воинов и влияет на экономику. Значки рядом называют культуру, называется магическая приверженность. Они символизируют склонность вашего народа к 6 космическим силам уровня. Приверженность сильно влияет на стиль игры, позволяет адекватно оценить способности противников. Шикарно. У меня, как всегда, маленький FPS в этой игре.
Да, к природе и к порядку. А, это феодалы. Сооружение приносит пищу. Высшие. Высокое общество мировую силу. С мощным оружием. Убийцы, знания войны получают специальность прирожденных, их истинный потенциал. Здесь мировоззрение. Варвары. Ну-ка, как-нибудь меня... О! Ничего себе, варвары. Мастеровой. Тьма. Мистик. Ясно. Высшие, да? Почему бы... Вот, собственно говоря, да, высшие эльфы, вот. Такие действительно существуют. Вот они, допустим, живут где-то действительно 2-3 раза дольше, чем обычные. Ну, допустим, если обычный эльф проживет 2000, то уже высший эльф проживет 5000 лет. Ну, вообще так. В таком фантастическом мире. Плюс-минус так должно быть. Естественно, у каждого там свое что-то придумывает. Каждому как удобней. Свой мир, типа, все свои придумывают правила для него. Но по сути, если, так сказать, на общих брать пример. Что ж, ну да, высшие эльфы выбрать. What defines their society? Так, избранные. Я сегодня 5 часов просто только спал. А еще я хотел выпить кофе, но случайно по привычке выпил чай. Ну, как? Не то, что мне там уже готовое все есть, я случайно не то взял. Просто, в общем, я такой, блин, чтобы сейчас не быть сонным, надо заварить кофейку. Но забыл и по привычке взял чай и начал заваривать его. Я такой, блин, я сделал не то. Так, ну и фиг с ним, в общем. Хоть что-то лучше, чем ничего, по крайней мере. Так, у меня опять маленький FPS, возможно, сейчас опять будет вылет, но я, по крайней мере, запомнил это все. И опять нормальный FPS, да что ж такое-то? Чё не так с этой игрой? И причем с Hogwarts Legacy вообще никаких изменений не происходит. Никаких обновлений. Вот, по крайней мере, в Киберпанке, да, 2077, по крайней мере, они поняли, что вначале налажали и пытались какими-то кучу дополнительных обновлений, пытались что-то доисправить. Ну, не сильно у них вышло, да? Но тем более они хотя бы пытались. Так. Избранные объединители. Этот народ стремится к мирному сотрудничеству, однако в случае необходимости нужно постоять за себя. Беспощадные летчики. Несовместимость. Империалисты. Вот. Не ждал славы в своей стране и стремятся из городов. Все добра им, чистота намерений, сострадание, абсолютно преданность идеалам добра. Беспощадные налетчики, каннибалы, плодовитые массы. Ой, ну это точно не про них. Кстати, да, собственно говоря, поскольку, естественно, эльфы живут долго, они не особо-то и плодятся, поэтому часто пишут, что люди подавляют эльфов, поскольку люди меньше живут и, так сказать, чем даже это в реальном мире заметно, да, чем меньше существо живет, тем больше оно плодовито. Например, какие-нибудь кошки там 5 лет, да, допустим, живут, и они сразу там по 6 штук котят вынашивают. Или, допустим, черепахи, которые, допустим, живут по 100 лет. И раз в 100 лет, собственно говоря, и плодятся, да, там. Одни вон черепахи чуть не вымерли. Был, да, кто слышал, не слышал, типа, вот из этого рода осталась последняя черепаха. Она прожила столь дофига прям лет.
А потом фигак и нашли пару и продолжили, так сказать, род. Если не ошибаюсь, конечно. Так что, собственно говоря, да. И что еще забавно, например, поскольку они очень близки к природе, естественно, они живут на деревьях, эльфы. Вот. Строят дома они из уже умерших различных деревьев, которые упали сами по себе по природе. Естественно, они ничего не срубают сами. Вот. Поэтому у них не так много материала, чтобы строиться на земле. Они не... То есть, как люди, они берут, выбирают, допустим, площадь, все деревья на этой площади срубают, чистая поляна, и на этой чистой поляне люди строятся. У эльфов это все не так. Вот. Например, королевские эльфы, они вообще, у них есть специальная магия, и они живут... То есть, если обычные эльфы, допустим, просто в лесу каком-нибудь живут, то высшие эльфы и королевские эльфы уже живут, так сказать, ну, под специальным, так сказать, куполом, назовем это так. Не совсем уверен, купол это или дополнительное пространство, но вот, они же, в общем, в скрытом, так сказать, поселении живут, в которое попасть просто так нельзя. Нужно, то есть, быть эльфом, чтобы туда попасть, или, по крайней мере, проводить туда человека. Вот. Также еще бывает такое, что, например, королевские эльфы живут в Эгдрасиле, да. Кто не знает, это дерево, так сказать, мира. Самое главное дерево. Просто, ну, по крайней мере, в его ветке, даже его ветка, то есть, почти размером с целый мир. Да? Но не важно, не об этом. Так. Просто я, так сказать, сведущ в магических мирах, поскольку я обожаю фантастику. Куча различных всяких фантастических перечитал там. Вот. Так что... Чем могу, расскажу, в общем. Но вряд ли какой-нибудь другой стример вам это расскажет. Да и вы меня вообще не смотрите, а зря. Столько бы ценной информации вы получили, если бы смотрели меня. То есть на ютубе кто-то смотрит, а почему-то на Трова, как видите, у меня 0. Даже я сейчас себя не смотрю. Так, древние мудрецы, эти создания появились, когда мир был юн, в погоне за магическими знаниями, они на протяжении долгих эпох совершили свой разум. Кстати, да, собственно говоря, поскольку у них долго они живут, они довольно много знают, они довольно много изучают. Ну, по крайней мере, конкретно эти эльфы древние все время хочу назвать. В общем, да. Главные эльфы, они довольно действительно много изучают, много познают, во многом разбираются. И считай, несколько человеческих жизней, да? А за одну человеческую жизнь сколько можно познать? Это там тысячелетия. Естественно, они очень мудры. Ну, конечно, как я и сказал, обычные, например, эльфы просто живут. У них нет библиотек или чего-то подобного. Просто живут. Питаются, так сказать, спят. И они не охотятся. Ну, как люди, я имею в виду. То есть, если кто-то на них нападает, они действительно какие-то животные могут дать отпор, но, так сказать, чтят жизни, но в основном они очень сильно помешаны конкретно на растения. Они ненавидят, когда растения вредят. Вот. Потому что растения связаны с различными духами. Ну как, типа, не феями, типа элементали, что-то в общем такое. Вот. Они, эльфы, также... легендарные охотники, кстати говоря, да. Лучники из них неплохие, так сказать. И поскольку у них... В основном это также зависит от того, сколько, да, они живут, сколько они живут и сколько они тренируются.
Допустим, человек потренируется 20 лет, и эльф потренируется стрелять из лука 200 лет. Это прям ого-го. Естественно, они будут в этом хороши. Это не, так сказать, не природный дар. Ну, отчасти, так сказать. То есть, долгожительство — природный дар. И уже из долгожительства выходит то, что они очень хороши в чем-то. Например, в стрельбе из лука. Естественно, они не любят ближний бой, поскольку они эльфы-маги. У них не так сильно магия, как именно привязанность к духам различным. В основном духом земли, духом ветра, что-то такое. Духом растительности, да. Блин, просто так охота это все сейчас рассказать, что я знаю вот о эльфах. Так, древние мудрецы, одаренные волшебники, маги, одаренные волшебники, которые это драконы. Вот у них, да, вот у них конкретно прям в магию все вкачано. У них даже те, кто обладает большим количеством магии, так и называется, что у них типа и драконье сердце. Потому что вся в магии у драконов сердце и вот. И прям там конкретно большое количество магии у драконов внутри них. Вот. И конкретно дыхание дракона, драконье дыхание, это не, типа, многие, естественно, реалисты там, типа, пытаются как-то это объяснить научно. Но нет, это полностью их магическая атака. Драконье дыхание, то есть бывают, например, грозовые драконы. Это их чисто магическая конкретная атака, и она очень сильная, прям. Прям конкретно сильная, потому что у них, как я и сказал, очень много магии. Вот прям конкретно много. Также известно, что чем больше магии, тем дольше ты живешь, и менее подвержен старению. И уже драконы могут прожить прям, ну, конкретно намного больше эльфов. И по этой причине драконов еще меньше, чем мы. Ну, прям в разы. Драконы, естественно, там живут десятками тысяч лет, типа, спокойно, без проблем. У них, допустим, может быть один ребенок. И причем прикол в том, что они еще рождаются сильными, поскольку у них принято вливать в свою ману в свое яйцо драконье. Вот. Родился у них вот это яйцо дракона. Вот, и они прям туда свою ману вливают. И ребенок уже, так сказать, понимает своего родителя, кто его родитель конкретно по мане. Кто, так сказать, маны больше влил, тот и главный родитель, так сказать. Даже если это, допустим, не сам дракон, а какой-нибудь... Ну, допустим, вот бывают такие эти... Как это сказать? Не сказки, рассказы, в общем. Магический мир, где человек с конкретно большим количеством маны находит драконье яйцо, вливает это полностью туда ману, и когда он вылупляется, типа такой: ого, ты мой родитель. А уже других типа не признает. Вот. Также драконы сразу после рождения очень умны сразу после рождения, в общем, так сказать. Достаточно умны. То есть драконы уже умны по своей природе. Не то, что эльфы, которые просто долго живут и много изучают. Вот драконы уже умны по своей природе. Также, как я уже говорил в Hogwarts Legacy, очень многие путают драконов с тупыми вивернами. Драконы умеют разговаривать. Вот. То есть, когда они рождаются, они достаточно умны, чтобы уже начать говорить, но начинают они говорить только на драконьем языке. Вот. Но уже говорят, в отличие, допустим, от людей, которым нужно несколько месяцев, чтобы понять речь и научиться говорить, дракон уже рождается с умением говорить, как вести какую-то небольшую такую речь. Вот. Но говорят они на драконьем, естественно, с возрастом. Они научаются... научаются, или как это сказать правильно? Научатся, в общем... говорить на всех языках, которые слышат со временем. Вы, естественно, могут повторять любую речь, которую не слышат.
Вот, в общем, да, говорить на других языках спокойно. Вот, поэтому чем дольше дракон, не вот. Также есть некоторые драконы, которые умеют спокойно превращаться в человека, например. Ну, такая человекоподобная форма. Ну так, с рогами, там, с крыльями, с хвостом, более-менее человек. Многие прям конкретно могут спокойно все это прятать. Рога, крылья. Но с рогами и крыльями им, так сказать, привычнее. Также во многих, ну не во многих, в некоторых говорится, что вся сила еще дракона в их рогах. Если отпилить рог, например, дракона, то он очень сильно потеряет в своей силе. В силе магии. Типа, как бы это сказать, то есть все количество магии хранится в сердце, но... То есть, допустим, если волшебникам нужны какие-нибудь палочки, посохи, чтобы использовать магию, то драконы используют как проводники магии свои рога, вот. Также поэтому и количество магии в рогах тоже очень много у них. Не так, конечно, как в сердце, но тоже. Вот, поэтому если им рога отпилить, они очень прям сильно потеряют в силе магии. Потому что напрямую использовать магию без проводника это ну, только для таких, так сказать, экспертов в этом. Прям. А поскольку драконы всегда живут с рогами, рождаются, они даже, наверное, не пытаются использовать ее без рогов. Для них само собой разумеющееся, как для нас дышать. Вот. Для них использовать магию с помощью рогов это тоже само разумеющееся. Вот. Поэтому они так слабеют. Естественно, если бы они там учились какие-нибудь древние... Вы, например, точно не победите никакого древнего дракона. Вот, который тоже родился вместе с сотворением Земли. Планеты. Я имею в виду. Да. Вот. Так. Ладно, пока больше нечего вспомнить. Если вспомню, еще что-нибудь расскажу. Одаренные волшебники. Собственно говоря, у эльфов проводники это как раз-таки духи. Вот, я забыл о чем сказать. Почему у эльфов привязаны к духам? Потому что духи это их проводники в магии. Хоть тоже, соответственно, большое количество маны, потому что они долго живут. Ну, наоборот, они долго живут, потому что... Ну, это не суть важно. Так вот, это большое количество... Без духов они не смогут реализовать без проводника конкретно магию. Никто не сможет нормально реализовать. Лишь небольшое количество. Люди так вообще, тем более, у них не так много магии, поэтому они, по большей части, вообще без проводников не смогут реализовать магию. Эльфы же лишь слабенькую, там, типа, магию первого уровня могут. Вот. И когда они заключают контракт с духом, естественно, дух помогает им использовать всю свою мощь магии. Как рога драконом. Вот. Так, проводники маны, они точно тонко чувствуют астральные потоки, могут использовать волшебные силы. Ага. Свой магическое положение получит плюс 1 к уровню. Плюс здесь как бы знаем. Так, древние мудрецы. Ну, скорее всего, проводники маны. Это точно. Вот. Так, что у нас еще вообще тут? Много чего есть. Так. Ну-ка. Хоть что-нибудь отличается? Нет? Они хоть как-то, я имею в виду, визуально, нет? Добро. Так. Умелые поселенцы. Города. Ну нет. Ну вот типа проводники магии. Ну да. Скорее всего. Легендарный охотник. 100 больше ресурсов для персонажа вторжения. Стрелок. Ну, поскольку у них... я, наверное, эти два выберу.
не сказал бы, что вот это больше подходит именно к тем, как сказать. Ну вот кого мы видели в этих созданных уже, Там 2 вида людей было. Паладины, во! Это больше к паладинам относится. Вот да. Дальше там дворфы, всякое такое. В общем, мореходы, ну точно нет. Они в лесах живут, какие еще моря. Ну да, поскольку у нас и так уже у самой расы плюс к лукам и плюс там к мане. Так что, да, наверное. Я вот эти 2 и выберу. Выбрать. Choose your first tome of magic. Книга, да. Чувствую, на этом стриме мне не удастся доиграть. Собственно говоря, книги это что-то новое вообще для меня. Не совсем уверен, что это именно. Ну, сейчас полистаем. Давайте сейчас. Книга корней. Книга веры. Книга верности. Давай просто полистаем, посмотрим. Книга веры. Книга корней, скорее всего. Целебные корни. Обухного раба. Живая тюрьма, отрывные стрелы. Книга зверей. Книга душ. Как этот обсидиан выглядит. Прикольно. Блин, ну книги, конечно, сделаны просто офигенно. Вот кто за этих некромантов будет играть. Типа верность. Типа паладина, например, да? Вера. Эльфы, люди, некроманты, собственно говоря, криоманты. Книги Орды. Орды? Что-то типа Зверолюд, не знаю. Книга Пироманта. Офигеть. Ну, играли бы в Dark Souls, ёу. Так, книга воплощений. Офигенно. Книга защиты. А, еще вот здесь все меняется. Книга камня это к дворфам. Книга чар. Ну, тоже такое, тоже на дворф. Да, наверное, все-таки книгу корней выберу. What is your ruler's origin? Каково происхождение вашего Гадира, чемпион? Правитель, проявивший себя среди своего народа и ставший его лидером. Все. Город. Город. Города. Гадиры, город. Чат здесь доходы золота и 20. К стабильности города все воины, кроме героев, получают 20 опыта. Сейчас могущественный король волшебник, стремящийся покорить новый мир, все. Ну я, скорее всего, к миру буду стремиться. Со всеми. Как я и сказал, эльфы не такие прям охотники, чтобы на кого-то нападать. К мирному существованию они больше стремятся. Хотя, если кто-то что-то деревьям сделает, они прям звереют. Ну, в природе, типа. Какие-то важные, особенные игросили. Особенно, да, они защищают прям очень сильно игросили. Это сказать, так сказать, их вера. Типа, что сделали бы верующие, если бы кто-то напал на их бога? Ну, образно говоря. Не прям конкретно они поклоняются ему как богу, но они ему поклоняются. Так сказать, на подсознательном уровне его любят.
Не, давай, наверное, чемпион. Reveal yourself. Угу. А я могу выбрать своего чемпиона? Офигеть. Офигеть. Что-то знакомое. Можно, можно. Технически это растение. Но жалко, что Не, трехлистный нам нафиг не нужен кливер. Это не кливер. Блин, ну много значков, да, забавно. Это феникс, что ли? Калибри, да? Так. Так, да. Ну, выбрано какое-нибудь растение, типа. Это дерево. И сделаю наоборот. Как-то так. Ты поменяешь что-нибудь? Нет? Меч и щит. Меч и щит. Лук, посох, сверх. Так. Высший атакан, древний щит, ездовое животное. Защитные силы. Рыцарская пика. Смотрите, получает рыцарскую пику, ездовое животное. Способность боевого умения 1. И чё с FPS-ами у меня не так, я не пойму. Неужели прям так настолько сильно игра нагружается? Даже на низких настройках. Ну либо... Вот, посох духа, наверное. Сфера духа. Волшебные стрелы. Так, окей, а посох духа? Взрыв магии. Способность восстановления. Способность магическое искусство и ездовое животное. Ну-ка. Магическое искусство. Точность ездовое животное. Да, пускай будет сфера духа, действительно. Почему бы нет? Тип тела. Мужчина или женщина. Телосложение. Ну, пускай средний будет. Длина рук. Длина ног. Цвет кожи. Украшения на коже. Я могу приблизить. И давно я так могу. Поза. Во! Не, ну первый, по-моему, лучше всего, да. Голова. Чё с головой не так?
Ну-ка, а могу я с ним шлем снять? Вот. Ну-ка, дай-ка. Собственно говоря, у высших эльфов белые волосы, у обычных эльфов золотые волосы, а у королевских эльфов зеленые волосы. Цвет волос. Так, ну-ка, а почему черный здесь? Пускай здесь белый будет. Ну-ка. Нет, стой, вот. Ну, у нас, поскольку король, поэтому зеленые волосы. Да. Так, ну-ка, костюм. Блин, если бы еще и не эти лаги, я был бы очень благодарен. Не то чтобы эльфы прям любили костюмы. Но вот это конкретно выглядит вообще офигенно. Да, я согласен. Блин, ну выглядит офигенно. Всех доспехов. О, вообще кайф. Тогда так и оставим. Че у нас по шлемам? Куча странных шлемов. А можно чисто корону? Без шлема. Это да или нет? Что-то не пойму. Или это просто бегущая строка? О! О! А что там? Ух ты! Ух ты! Ну типа, более символично это корона из дерева. Но, блин! Я не знаю. Это слишком круто. Летающие камни над головой, это выглядит слишком круто, я бы сказал. Да, пускай будет так. Что у нас по плащам? Это что вообще? Перья? Не, ну, в принципе, выглядит прикольно. Что еще есть? Это конец, да? Ну, то есть... Блин, офигенно, да? Но, может, все-таки лучше перья? Тоже, да, неплохо выглядит с перьями-то. Кто сказал, что вот у вас должен быть один комплект? То есть, это явно от этого комплект, но тем не менее. Блин, перья. Ну пускай будут перья. Правитель. Случайно? Стоп. А где я могу расу настроить? Я что-то не понял. А где расу настраивать? То есть это случайно? Это не эльф или это эльф?
Или это все эльфы? Это все эльфы? Разве я не могу случайно выбрать? Ой, тьфу ты, случайно. Это... Другую расу выбрать не могу. Блин, я же ведь уже и не помню. А, блин. С самого начала телосложения. Среднее. Ну, то есть... Эльфы, конечно, худые, но не настолько. Ширина кожи нет, поза. Блин, ну ладно, давай заново все настроим. А, тьфу ты, блин. Так, цвет глаз, да, голубые должны быть. Я приблизить не могу, посмотреть поближе. Типа, чем эти от вот этих отличаются, не пойму. Вроде голубые или белые. Что-то такое, да? Или может золотые лучше глаза? Что из этого, по-вашему, золотые? Вот это желтые, да, золотые глаза? Я не вижу нифига. Какой это цвет глаз? Золотой? Отвечай, золотой это не золотой? Ну, не вижу. Я вот максимально, я вижу квадратики своего монитора. Но вот какой цвет глаз, я фиг знает. Ну, вроде золотой. Пускай такие будут, не вижу. Так, ладно. Народ. Чё по народу? А здесь уже приблизить не могу. Не вижу нифига. Телосложение, ну также среднее. Ну мы же высшие эльфы. Цвет волос воинов. А вот у них уже белые, они высшие эльфы. Я королевский, единственный в своем роде эльф, так сказать. Они уже высшие эльфы. У них белые волосы. Тип скакунов. Тип скакунов. Забавно. Это что такое? Это что такое? Нет, вот, да, вот это да. А себе я скакуна выбрать не могу. Тип скакуна. Ну ладно. Your journey begins. Шикарно. Титул прорицательницы. Император. Императрица. Императрица, естественно. Название народа. Милосердные друиды. Да нет, так и назовем. Высшие эльфы. Да блин. Стоп. Высшие эльфы. Высшие эльфы. Да. Адриана.
Алдриана. Люмен. Фавнит. Песнь света. Арака Лариам. Коммун. Как многие, наверное, знают по Гарри Поттеру, я не очень, честно говоря, умею придумывать сам всякие имена. Поэтому Арака, Акара, точнее. Рахаэлла, придворный бард. Нет. Арабваль, Талья. Эльвин, искатель солнца. Элерия, Тоувин. Илеана, песень звезд. Алдриана, Люмен. Это типа... Рахаэлла, Селерна. Лебедь, Ариума. Арабелла, Парадеум. Парадеум, что-то знакомое. Что-то типа... Секундочку, сейчас загуглю. Парадеум. Парабеллум. Это вот, Парабеллум. Не Парадеум, а Парабеллум. Это пистолет, да, такой, я же говорю, что-то знакомое. Арабелла. Аена, песня огня. Элеонора, Марилеан. Алдриан, опять Алдриана. Сиреней. Валария, Солей. Соара, Тайвин. Сидриэль, песня Сненца. Алара, Элара, Солнцерод. Валария, Светоносный. Ну, собственно говоря, Светоносная. Ну, что-то похожее, да? Пускай будет Светоносная. Так, Светоносная. Валария. Эй! Я же заблокировал. Светоносная. Он автоматически блокирует, я наоборот тоже блокирую. О, понял, Светоносная. Линия. Фавонит. Рахаэлла. Миссара. Сидриэль. Элиана. Лиссандра. Да пускай это, собственно говоря, созвучно со мной, да? Лиссандра, Светоносная. Да? Все, пускай так и будет. Императрица, Лиссандра, Светоносная, высшие эльфы. Вперед! Отправляюсь в мир. Как бы сейчас опять не крашнулось все. Так, да, уж сколько мы? 1,5 часа только все это создавали, разбирались в этом. Ну, еще, конечно, полчаса моя болтовня. Ну, сейчас мы точно это где-то все создавали. Я, по крайней мере, да. Какие еще мы, да? Кто мы-то, говорит, кто мы? Я тут один.
FPS просто жутко маленький. Я не знаю, может это прям стрим так влияет. Я еще, конечно, постараюсь. Наверное, вне стрима попробовать что-нибудь сделать. Так, стоп. Что-то я только что заметил, а что за фон? Я же менял фон своего мира, нет? Или что происходит? О, ну наконец-то. Лиссандра Светоносная, в мире появляется первый новый правитель, исследуйте окружающие земли и расширяйте свои владения, готовьтесь сразиться с соперниками за власть над миром. Ваши решения определяют будущее. Чудес, корней высший эльф. Эльф высший, логично. Острый глаз, проводник маны, волшебная. Ну, немного наоборот нужно. Я, кажется, просто не в том порядке их отметил, но суть-то ладно. Острый глаз, легендарные охотники, волшебная концентрация, проводники маны. Окей. Начальная магия. Целебные корни, пробуждение внутреннего света. Так, целебные корни. Восстанавливать вот здесь единиц временное здоровье. Что там на карте происходит? А сетка это что, собственно говоря? Вот это шестиугольники вот эти, это сетка считается или нет? Или мне лучше сетку удалить? Или вот эти точки зернистости, вот это считается сеткой, я не знаю. Так, получает эффект регенерация, 2 хода. Стоимость 200 маны. Дружеский фон в радиусе 3 лет получает способность побуждения, ну, целебные корни. Это и то, я думал, выбрать надо. A new age of wonders dawns. Ага. Грядет новая эпоха чудес, позвольте помочь вам переотриться. Сообщения вроде этого будут помогать нам добиться победы в игре. Некоторые из них будут ставить перед вашей растущей империей новые задачи, чтобы увидеть дополнительные подсказки. Сейчас нажмите по кнопке справа снизу. Если захотите прочесть подсказки еще раз, нажмите на кнопку галочка в том меню, чтобы открыть историю советов от учителя. Сбросить отображение подсказок можно в меню параметры. Take some time to look around and familiarize yourself with your new surroundings. Не торопитесь, осмотритесь вокруг. И ознакомьтесь с окружающей местностью. Камеру можно перемещать, используя V, нажав КМ, переместить карту 3 раза. Окей. Ого, гора. Ага, дерево большое. О, вот еще большое дерево рядом есть. Ух ты, ух ты, не. Ух ты ж, ё. По крайней мере, она ограничена. Золотая башня. Вот и вот. Понял. Ну то есть... Вот так большая гора. Я так понимаю, они здесь рандомно. Вращать можно. Вращать. Понял, установить положение карты можно нажав первый. Нет, там не You can take a closer look at the land. Вы можете приблизить и отдалить, я что-то не успел прочитать. Это я случайно, нифига не понял, но ладно. Только я сейчас так. Я могу, не могу, или могу, не знаю. Так, я тогда, возможно, сейчас найду свой стрим. Кстати, как таковой вот этой игры
Второго пока что нет, так что там есть третья часть, так что эта игра пока что под третьей части, так сказать. Ага. Нет, так, стоп. Чё? Чё-то я в телефоне запутался тут немножко. Вот. О, не появился? О, появился как раз. Так. Я, в общем, сейчас на телефоне там буквально на секунду появилось, поэтому мне сейчас придется отмотать каким-то образом. Так, все, ждем. Сейчас у меня тут прогрузится. Я немного в VSD. Вертеть камеру. Сейчас. Сейчас, секунду. Секундочку. Прям капелюшечку, секундочку, подождите. Сейчас я только золотые башни разбираюсь. Ага. Так, теперь я дальше листаю. Ага, обратно, ну. Давай, быстрее. Да что ж такое-то? Угу. Вот, верчу камеру. R восстановить. И теперь главное... Во! Блин, так. Вы можете приблизить камеру к земле, чтобы рассмотреть поверхность во всей подробности или поднять ее наверх для оптимального обзора. Попробуйте одолеть камеру, чтобы увидеть обзорную карту. Камеру можно приблизить и одолеть просто с помощью прокрутки колеса. Да, вот что там было написано. Да, и наоборот, я могу... Стоп, а время идет, не идет, я не пойму. Или оно тут... О, смотрите. Пастбище. Золотая башня. Что у меня тут есть вообще? Ага. Что это сейчас было? Ух ты ж, ёмана! Это еще что такое? Как... Имуги, во! Имуги? Так, как тут выглядит? Это имуги, случайно, нет? Страж мародеров. Владе... Страж мародеров. Каких еще мародеров? Остальные башни, блин. Я не пойму, уже что-то происходит или нет? Это же вроде пошаговая стратегия, значит, как таковой паузы здесь не должно быть. Требуется указание. Откуда звук? Отсюда, из моего же города. Так. Как я и говорил, раньше я в такие пошаговые стратегии не играл. Ни разу. Поэтому... Помощь, энциклопедия, управление городом, войны и армией. Я сейчас вообще без понятия, что мне делать. С чего мне начать. Ну, то есть... Куда тыкать? Выбранные исследования. В течение 2 ходов. You can open the encyclopedia to find information about various... Ну, да, это я уже находил, но слишком много информации. Ну, именно буквенной. Управление городом. Чтобы нанять разведчика, чтобы узнать больше об управлении городом, выберите на карте свой город, золотую башню, выберите собственно города. Так.
You have selected one of your cities. Городов. Cities are central to your economy and allow you to build more units for your armies. Требуется пища, очки наемных производства, такие вещи, золото, мана, авторитет и знания можно тратить. Пища, золото. Так, ну допустим, дальше. Locations and province improvements located in the city's domain will provide you with income. Structures can be built to improve your city. Так. В городах. Денег. Не нужно мне пока что. Вы также можете это вместе с символом молотка в правой части панели. Выберите, постройте совет, постройте склад или цех. О. Давайте для начала едой запасемся. Ага, вы выбрали Cities also recruit your units. Units cost upkeep every turn, so keep an eye on your income to ensure you can pay for your units. Под чем? И наймите воина. Сумерно. Ну, собственно говоря, лучник. Нанятие разведчиков, что? А у меня таких нету. Это все разведчики, по сути, да? Вот разведчик. Ну, собственно говоря, 4 хода, да. You have encountered a resource Вы node. нашли источник They ресурсов, provide которые additional доход. yield to the province Провинция, they в are которой они located in. расположены. Nodes are often occupied by marauders. To claim the node and its benefits, Нередко бывает these занят guards will мародер. need to be removed Чтобы first. источник начал носить поезд, сначала надо разобрать его охрану. Не все нейтральные армии одинаковые. Знамение черное. Знамя с черепом, знак мародеров, красный знамя с черепом. Все уязвимы от войск вторжения и злого. Это территория. Захвачено? Блин, захвачено кем-то.
Так, а я могу как-то... Так. Войны и армии. Выберите одну из армий на карте, чтобы узнать о ней больше. У меня таких нет. Заклинание. Конец входа. Дропный город. You have selected your throne city. Your Тронный throne город. city Самый is the главный most город вашей important империи. city in your empire. Сейчас тронный город, которому служит Золотая башня. Здесь можете построить свою башню мага здесь. Будет называться вашим повелителем. Будет. Если погиб потерял тронный город и правителя, потеряйте выражение, если сделать сделать троном другой город, можно на экране соединять городе. Понял, принял. Так, ну давай попробуем закончить ход. Известный правитель. Мне сейчас конкретно нужно... Я как понимаю, просто дожать пока 2, 3, 4. Ну... Ночной охотник. О! Наступает второй день. Ага. Это прямо не настолько. Малый змей. Стервятник. Офигеть! А это нормально, что такое рядом с нами заспавнилось? Я еще в армию это не создал. Она что-то долго создает. Прям долго, я бы сказал. Даже железо. Построить форпост. А мне бы просто как-то исследовать. Типа, идите сюда, там. You have selected an army. Armies are the core of your military strength. They can explore the world, attack your foes, and defend your lands. An army is made up of individual units. You can see a unit's tier, unit role, and movement points in the army panel. Your armies can move a limited как я distance узнаю every вопросы? turn. The distance they can move depends on the terrain they traverse. Там зависит от ландшафта местности, армия может вмещаться Ага. You are about to begin exploring your surroundings. While the wide world holds plenty of things to find, two of the most valuable places you can come across are free cities and ancient wonders. Задача: открыть древнее чудо, найти дружественный свободный город. Разведчик, ага. Напасть на русскую армию. Древнее чудо. Так, во-первых, я, наверное, 8 очков перемещения. Давай я сюда перемещусь. Ага, это захвачено, это все захвачено. Построить форпост на всей территории. 50 золота и 2 хода. У меня сколько золота? А че я не могу построить? Жаль, железо. О войне, героях. Так, сейчас будем разбираться, чем могу сказать. Давай-ка ты сюда. По дороге путь. Что?
А, у него очки перемещения закончились. Все. Ага. Да что тебе? Ну, 5 очков, все верно, да? You have gathered a large Поэтому amount of Вы Imperium. наконец накопили This значительный represents the запас influence you авторитета. have over the Цвет world. отражает ваше влияние You в can мире, use вы it to можете acquire поставить new на cities, unlock город, new empire skills, or speed up city если growth. ваша мага. Может, окей. Так. Ну давай, иди уже наконец-таки, аллилуйя. Во! И что мне так сделать, как? Так. Ладно, окей. А, мне вот эту всю территорию нужно исследовать. Типа что-то типа... А. А чё я не понял? Stability measures how happy the people in your cities Ставит are. пока насколько городские жители Outside of довольны dark вашей властью, cultures, старайтесь which do not suffer from low stability penalties, you generally want to keep your получаешь stability штраф за high. неспособность, чтобы узнать. Ты в маске, рядом с названием вашего города. This city has grown and gained a new population. Each additional population and every province has different features, which determine what type of improvement can be built in it. Так. Здесь у нас золото. Ферма. Каменоломня. Рудник. И рыба. Пу-пу-пу-пу. Давай, наверное, начнем с рудника. Или чё? А. Вроде пока все хорошо, ладно. Привлечь население могу. За 60, да? Давай привлечем, почему бы нет. Залежи железа. Вот как. Я одно что-то одно выбираю. Да, тут железо. Ну иди докуда можешь. Информация. You have selected a unit and opened the unit panel. This panel shows the details on a unit and what the unit is capable of, as well as any weak. Кстати говоря, да. А где показывается сила? Что-то типа... Спокойно. Не то. Вот. У меня 21, у них 160. Что бы это ни значило. Местный правитель. Почему не могу двигаться? Стой.
А, требуется указ. О, все, могу двигаться. Ну давай тогда исследуй вот сюда. You have found a friendly, free city. Now that you have established contact, you may provide them with a Whispering Stone. This artifact will sway their relation with you over time, until they are ready to become your vassal. Так, встречать либо знать на правительстве сияющей башни. А то... Свободного города, сияющей башни, приветствует вас с некоторым трепетом. Важный Лиссандра Светоносная протягивает вам руку дружбы. Признаю, что сейчас мы в равной степени испытываем глубокие интересы, определенные опасения. Мы крайне редко встречаем созданий, подобных вам, разоравших оковы смерти. Чтобы повелительница, хотелось бы знать, как вы собираетесь править этими детьми во благо или во вред. Вручите один из своих шепчущих камней, чтобы начать переговоры. Его благословенность к вам в то время будет расти. Посмотрим, если... И как мне это сделать? А у меня только один шепчущий камень. Пу-пу-пу-пу. А если я сейчас скажу спасибо, на этом все, и дальше пойду исследовать, могу ли я потом вернуться и еще раз с ними поговорить, типа, все-таки, знаете, я подумал, почему бы с вами не задружиться, так сказать. Ну а вдруг я сейчас задружусь, я найду кого-то получше. Типа сородич там, я не знаю. Они, как понимаю, какие-то больше к некромантии имеют, что-то подобное. Поэтому я и не знаю. Пу-пу-пу-пу, спасибо, на этом пока все. Пока все. Ну давайте попробуем на этом пока все. Типа, если что, мы подружимся с вами, да? Возможно. Или может я такой, не, спасибо, на этом все. Ах, так, все, война. Блин, вот я и не знаю, как. Пу-пу-пу. Хоть какая бы подсказка была, типа, но вы можете пока на время отойти и потом прийти, типа. На этом пока все. Я просто их обнаружил, что они вот здесь есть, как бы. На этом я могу пока с ними попрощаться. Так. Нет, стоп. Вот, здесь мне ферма нужна. Вот. Здесь мне нужна золотая жила. И ты, например, встаешь сюда. Все, больше ничего не делай. Просто охраняй. Исследование. Так, стабильность показывает, насколько городские жители довольны вашей властью. Это я уже слышал, да. Дальше, я как понимаю, мне проход закрыт, поэтому... Поэтому давай-ка куда-нибудь я, наверное, сюда потихоньку направлюсь. Ага, открыть древнее чудо. Понял. Нанять разведчиков. Ну да, 3 разведчика будет еще. Напасть на вражескую армию пока рано. Передать шепчущий камень пока тоже рано. Я пока хочу обследовать. Опа, а это случайно не древнее чудо или что это? Просто риф какой-то. Так. Ну, им я пока, по крайней мере, мешать туда не буду. Я, наверное, сюда захвачу. В общем... Может, здесь... Да-да, сюда захвачу. Плюс здесь еще есть подземный пароход. Поэтому я, наверное, буду потихонечку двигаться в эту сторону лучше. Ты что, у нас тоже двое. 160 минут еще мешает. Рыболовство прокачать. Так,
Правители и герои. Выберите армию с героем, щелкните по его портрету правой кнопкой мыши, чтобы изучить этого героя армии под командой героев, включая следовательно армию начала вашего правительства золотую. Откройте панель героя. Могу переместить? Ух ты ж, ё! You have selected a hero. Ух ты ж, ё! Heroes lead your armies around the world. Ничего себе! Only they have the authority to Вы выбрали explore героя, только ancient герои, wonders, которые construct outposts, or start a siege. Командовать осада. Отсюда. Так, командовать осада. Так, повысьте уровень своих героев, отправляйте в сражение и берете различными предметами. Ух ты ж! А вот эта информация была мне сейчас крайне полезна. Сколько у меня мощи? Во, 400. Да, ха-ха. Все, чудовище, You're about to конец. enter combat. Inspect all participants and their combined strength Чё? before Вы собираетесь deciding if you вступить в want to сражение, fight оцените manually участников or битвы have your и army общую силу армии, automatically чтобы fight the решить, battle. стоит ли сражаться вручную или бой можно выиграть в автоматическом режиме. В режиме автобитвы сражение проходит в виде симуляции. Если исход боя вам не понравится, то вы сможете переиграть его самостоятельно. Серьезно? Давай попробуем. Автобитва, допустим. Победа! Славная победа императрицы, победив вражескую армию и в сражении. Владелец трофеем, а уцелевшие воины получат драгоценный опыт. Чем опытнее становится воин, тем сильнее будут ваши армии. Хорошо, да? Посмотреть повтор. Хочу узнать, что происходило. Пускай, так сказать, и мне пока... Ух ты ж! Ага, даже так. Так, стой. Стоп. А могу его как-то помедленнее сделать? Они напали. Магия. И хилят. Собственно говоря. Ага. Лучники. Ага. Ого. Лучники еще один. Я пока просто смотрю, что вообще здесь происходит. Все, одного победили точно. Теперь он атакует наших. Прям сильно, да, их так. И вместо того, чтобы их похилить, они решили добить змею. Понял. Понял. Че, попробуем повторить? Хотя примерно. Welcome to the field of Добро пожаловать на battle. поле сражений. Чтобы одержать Here, победу, you нужно must kill or rout your foes выбросить вес. in order to claim victory. Броняющиеся в бою всегда действуют первыми, затем наступает под атакующих. А чё это? Непонятно. Так. Скорость воспроизведения, скорость воспроизведения. Включить автобитву. Я то есть могу включить, а потом могу ее остановить. Ну-ка.
Your spells are now ready to be cast. Spells can have a variety of powerful effects and can turn the tide of battle when used properly. Хила. Пока просто посмотреть. Понял. Так, дальше. A unit just got hit by a retaliation. Воин только что This пострадал от happens when a melee удара, unit is ответный struck удар. from within Да. its zone of control. Воину ближнего боя атакует в пределах его зоны контроля. Число ответных ударов, которые воин может нанести, за один ход ограничено, не показано красным. Отметками под флажком воина. Понял. Ага, понял. Ладно. Дальше. Мне конкретно концовка просто не нравится. Они и так могли добить, но могли помимо этого еще и похилить. А это что за чудики вообще? Your unit is within an enemy's zone of control. When a unit moves into an enemy's zone of control, it becomes temporarily pinned and cannot move for the rest of the turn. Неприятель может спровоцировать не плановую атаку, а находится в вражеском зоне контроля, и может использовать некоторые способности. Понял. А это кто? А, во, малые духи. Во, это духи, да. You have selected a unit. Очки действия. It has 3 action points to spend on moving and using abilities. Передвижение или применение способностей. Различные способности. Расходует разное количество очков действия, причем некоторые из них срабатывают по разу за каждое остающееся очко действия. Применение способности почти всегда завершает ход воина. В процессе перемещения воина вы увидите, сколько очков действия у него останется. Ясно, так. This is a Это support воин unit, поддержки, он which обладает can use magical магическими abilities to heal and strengthen its способностями. allies. Защитная позиция воина помогает союзникам по соседству защищаться от физического урона. This is a ranged unit, which excels at dealing physical damage from a distance. It is vulnerable to melee attacks and should be Ну это и kept так in the понятно. Было бы странно, если бы он пошел драться в прессе с луком. Типа без стрел, просто луком избивает противника. А, вот, да, типа. Вот у него 3 этих. У него тоже 3. You have selected your ruler. Правители. Your ruler is a powerful combatant who can wield magical equipment and learn a variety of Правитель skills. попадет в бой, и он вернется ваш. А, пойдет в бой, он вернется. Но это да, это я вот помню. Ага. Что это такое? Обзор его. Штурмовые змеи, да? Ну, штурмовые змеи можно тоже, почему нет? Такие тоже бывают. Ну, мне просто легче их вот этих большие змеи, по сути, с такой плотной прям чешуей, необычный гладко, прям, в общем, такие близкие драконы, это эмоги, да, так что мне легче их эмоги называть.
Штормовой змей. Собственно говоря, штормовой змей, штормовой дракон. Поэтому, да, он близок к дракону, поэтому и муги, собственно говоря, да. Я уже где-то про муги рассказывал. Не помню, в каком видео. Может, в мугах целый. Но я рассказывал уже. Да и сейчас, собственно говоря, буквально сейчас я вкратце объяснил, кто такие муги. Это не до дракона, можно тогда. В подробности вдаваться не буду. Так, ладно, дальше. Все, сейчас их добьют. Стоп. Теперь Василиск. 3 хода же. Что типа так. Кстати, да, здесь по краям карты есть граница, на которой, как понимаю, можно сбежать. Вот. Теперь. This unit has suffered Это отряд casualties. воинов понес потери. Casualties occur when a unit takes damage, which also causes the unit to deal less damage with Воины, its attacks. представленные одним бойцом, например, герой или великаны, не несут потери. Я даже могу посмотреть, куда он может направиться. Вот этих он может атаковать. Офигеть. А вот этого уже не может атаковать. Это очень полезная информация. Блин, игра офигенная просто, слушайте. Мне очень нравится, не зря купил. Ну, конечно, как не зря, 5000, и она лагает на низких настройках, но все-таки сам мир очень сильно проработан, и это мне нравится. Как я и сказал, вот графическая информация мне прям очень сильно нужна, я ее очень сильно обожаю. Так. Но сейчас... This unit has a ranged ability selected. Ranged abilities have an accuracy rating, which is the chance that the ability will hit the intended target. Интересно. Интересно. Стой! Стоп. Нет. This is a shield unit, a frontline melee fighter. When entering defense mode, Да. Ну. Так, стоп. А я что-то не понял, а почему они не могут похилить? Блин, ну я что-то... А вернуться я как-то не могу назад по ходам? Ну, то есть, могу начать с самого начала прям. Блин, ну в идеале было бы ими похилиться. Я вроде нажал на что-то. Ну не просто защита. Поворот. Не, мне конкретно... она не тратит ходы и попадает конкретно в цель. А это тратит все. Блин, жалко. Пу-пу-пу-пу. Так, ладно, я хочу давай начать битву заново. Я еще раз хочу. Только в этот раз все, я разобрался во всем. Больше мне подсказки всплывать не должны, поэтому давай. Сначала дадим им спокойно все самим сейчас сделать. Знаем, собрать позицию. Что-то да. Все то же самое делают.
Да, это дают способность. Все, сейчас все быстренько сделается, да. Вот, даже так, смотрите, как. Все, отключаю. Так, теперь. Еще кто-то не сходил, что ли? А, нет, сходил. Вот. Вот. Теперь я могу выбрать любого, кто такой. Поэтому первым делом, прежде чем у нас не кончились ходы, я выбираю их. Выбираю... его... Вот, способность недоступна в течение 2 ходов. Вот, теперь я удовлетворен, так сказать, знаниями своими, что я просто не могу ее использовать. Все. Ну, по крайней мере, так. Так, по крайней мере, я сейчас использую способность. Ну, хотя бы это, да? А, точно. Все. Теперь я точно спокоен. По крайней мере, хоть как-то, но чуть-чуть их похилил. Это уже лучше, чем было. Не сильно, да. По крайней мере, так похилил. Или в конце хода только хил сработает. Я не уверен. Вот, теперь. Прилечь пока не могу. Нужно дождаться конца времен. Так, ну... ну... Давайте сюда хотя бы пойдем. Ага. Ну, одолеть, конечно, смогу, но навряд ли. Так. Здесь тоже не могу ничего сделать. Ты... Ну, иди на защиту, да, куда-нибудь сюда. Пускай с этой стороны охраняет. Так. Дальше как раз-таки узница, например, да? Сколько у меня золота? Хватает. Значит, так. И я еще хочу... в принципе, я хочу образовать, наверное, сколько здесь? 1, 2, 3, 4, 5. Из тех, кого я могу нанять, это у нас... Arcane research enables you to learn new spells and acquire new Да. units. Позволяет The изучать culture and tome you have дополнительные chosen for your знания, получать faction доступ к новым determine the initial воинам skills you can культуры, unlock through волшебные arcane книги, research. которые вам в начале игры определяют, какие навыки вы сможете изучить первыми. Выберите навык, который кажется вам наиболее полезным. Ой, чай странненько. Ага, увеличь. Призыв раба. Не. Травленные клинки. А чё за 1-2? Уровень. Уровень навыка. Здесь сразу второй уровень навыка будет доступен. Блин, ну не знаю. Призыв пустотного раба. Путанного раба. Чары странника.
Ядовитые клинки или сразу второй уровень раба. Пу-пу-пу. Пу-пу-пу. Так. Надо подумать. Навряд ли я смогу вернуть, да? Если не понравится. Ну, наверное... Ладно, пускай фиксим. Второй уровень раба будет. Your empire will research the skill over time using your knowledge income. Once the research... Стоп. Я все 3... Что? Просто исследование. Что-то я не совсем, конечно, догоняю. Стоимость 60. Но я пока все вложил. Ну то есть мне и надо, да, все вкладывать в одно? У меня, допустим, я по 20, что ли, вложил? Ну вот, переисследовать, показать библиотеку книг. Ага, то есть я еще... Ого, что-то все... Книга Бога Императора. Ничего себе, книга превосходства, возвышения, покорения. Сколько тут еще этих книг. Призыва. Телепортации, астрального зеркала. Слушайте, слушайте, эти книги, конечно, мне... Ух ты. Это прям какой-то некрономикон. Книга Архимага. Остановка времени. Ничего себе. Книга мастеров, книга ветра. Вот оно. Что еще нам пригодится? Книга ветра. Книга террамантии. Ничего себе. Это больше к дракону. Так, книга преобразования. Это алхимия. Алхимия, что ли? Что-то такое. Книга золотых земель. Что? Роскошные рынки, золотой голем. Золотое касание. Касание Мидаса тогда мы уж назвали. Офигеть. Позолоченный взрыв. Книга Горнила. Книга Создателя. Ну ничего себе, книга Маяк. Книга Инквизиции. Книга Святилища. Книга Покорения, Возвышения, Превосходства. Книга Бога Императора. Офигеть. Я говорю, здесь... Книга Плодородия. Вот она нам-то и нужна. Вот она-то нам и нужна. Дубрав. Или книга Дикой Мощи. Книга Природного Цикла. Книга Рая. Я говорю, здесь очень сильно не хватает расы ангелов. Гнев природы. Ну это все получается. Что-то. Блин. А это уже к некромантии больше относится. Анатомия. Ух ты ж, ёк! Что это? Случайно черная дыра? Нет. Нет, вроде. Я что-то подумал, так, черная дыра здесь офигеть. Ага. О, вот это... Книга смерти, блин. Ух ты ж! Обиталище демона. Вот это точно для всяких призывов демонов книга.
Книга демонических врат. Книга хаос, правитель хаоса. Блин, выглядят просто шикарно эти все книги. Ага, офигенно просто. Книга друида. Дубрав, что-то. Это второго ранга. Ну собственно, во, все понял. Книга корней первого ранга, это второго ранга, это третьего ранга, и это уже 4-й ранг, 5-й ранг. Все. Вот, это дальше у меня будет, я, получается, по этим всем книгам и пошел. Все, понял. Но, типа, я как понимаю, помимо этого, я могу и по любой другой книге пойти. Книга зверей. Типа, книга верности, вот это дальше. Книга веры. Все, я понял. Получается, в каждом этом разветвлении по 2 книги, типа. Если ты в веру пошел, то у тебя 2 книги. Одно из, как понимаю, одно из этого, одно из этого, одно из этого. И 1/5 ранг, это вот. Ага, да, здесь. Это уже для Книга Ветра, конечно, больше и нам подошла бы. Но я как понимаю, это типа дворфы. Вера это люди больше, вера есть. Паладин там всякие. Заклинания. Какие там еще расы-то были? Какой-нибудь расы драконианцев не хватает. Блин, действительно было бы круто, если бы там в одиночку хотя бы можно было бы поиграть за какие-нибудь расы такие необычные, типа вот как раз таки драконианцы, ангелы там. Типа за дворф эльф могу, типа там какие-то рыболюди, там типа русалки. Да, кстати, было бы прикольно, если бы какое-нибудь подводное царство было доступно. Какие еще расы бывают? Вампиры, да, кстати говоря. То есть некромант, вот эти зомби есть раз, а раз вампиров нету. У вампиров тоже своя иерархия, типа. Первородные, например, на солнце не горят. Это уже слабости, так сказать, низших вампиров. Сгорать на солнце. Типа, например, конкретно первородным, по идее, солнце вообще, они настолько связаны с тьмой, что солнце им вообще никакого урона не наносит. Там, допустим, через пару поколений оно их лишь ослабляет, там, через несколько поколений, допустим, вампиров, оно лишь ослабляет солнце их. Вот, и только уже потом начинает наносить какой-то вред. Например, постепенно там вред наносит. Вот, или, например, в итоге там самые слабые сразу сгорают, моментально в прах превращает на солнце. Вот. Зависит, так сказать, от поколения. А еще есть эти дампиры. Полувампиры, полулюди. Ну, например. Вообще, по сути, вампиры не особо-то умеют, так сказать, потомство так производить. Вот. Особенно между собой. Да, собственно говоря, у вампиров прямых потомков нет. Они передают свою силу вампиру посредством, логично, укуса. Вот. Тем самым... Вот, кстати, собственно говоря, когда вот высший, например, вампир первого поколения, допустим, ну, допустим, в 4 поколениях, да, кусает вот человека, например, он превращается в вампира второго поколения, который уже слабеет от солнца. Вот. И где-то, допустим,
75% силы обычного вампира. И также, естественно, все будущие поколения подчиняются высшим поколениям. Типа, допустим, если второе поколение подчиняется только первому, то третье уже подчиняется и второму поколению, и первому. И если, допустим, второе поколение скажет третьему поколению, типа, напади на первое поколение, то, естественно, первое поколение может свободно сказать, нет, не надо на меня подать, он такой, да, слушаюсь. Ну, образно. Нет, не в этом, как, строго говоря, грубо говоря. Вот. И, допустим, вот второе поколение кусает еще одного человека, появляется третье поколение, которое уже вред солнца прям наносит заметно, начинает потихонечку сжигать кожу. Вот. Как если человек, например, начнет гореть, он же не моментально сгорит в огне. Вот, примерно то же самое. То есть у него есть, допустим, шанс пробежаться под солнцем куда-нибудь и потом постепенно восстановиться в кожу свою. Вот. И, допустим, уже третье поколение кусает еще одного человека, появляется четвертое поколение, которое моментально сгорает на солнце. И там, допустим, вот у третьего поколения 50% силы, допустим, у четвертого поколения 25% силы от оригинала, так сказать. Вот. Ну, это, естественно, грубо говоря, естественно, они не прям конкретно, не так сильно прям слабеют каждое поколение, а там прям, ну, должно несколько поколений пройти до того, чтобы чтобы сжигались спокойно на солнце, как низшие вампиры. Так что, естественно, высшее поколение почти, ну, то есть первородных вампиров практически невозможно убить, и максимум, допустим, что ты можешь сделать, это надолго отправить его в сон, так сказать, на перезарядку. Вот. Че еще? Собственно говоря, это только первородных. Остальных, естественно, уже можно убить. Вот. И, естественно, чем дальше поколение, тем оно слабее, естественно, больше слабости появляется. Вот. Например, какой-нибудь чеснок или серебро на первое поколение. Нет, постой. Конкретно серебро даже на первородных немного, но действует. Это солнце, типа, вообще... Ну, может, как человеку на солнце жарко, он устает, может, что-то типа такого же. Вот. Потому что у них силы тьмы, типа, они же как бы из тьмы полностью состоят, первородные. Вот, собственно говоря, единственный способ убить первородного, я вот вспомнил, вампира, это конкретно уничтожить его душу. И тогда тело просто само рассыпется. Вот. Я вспомнил, да. Естественно, никакой кол в сердце. Осиновый там кол в сердце и тоже вообще ему ничего не сделает. Максимум, как я и говорил, вот, да, с помощью, например, освещенного серебра. Не обычного серебра, а именно конкретно освещенного серебра, вот, клинком. Вот. Только так можно очень сильно ослабить первородного вампира, что он, допустим, уйдет в спячку на долгое время. Ну, по крайней мере, для людей долго, для тех же вампиров, которые почти, по сути своей, бессмертны и могут прожить даже больше, чем драконы. Для них какие-то там 100 лет или 1000 даже. Вообще недолго. Могут спокойно уснуть, проснуться и там 1000 лет прошло. Вот. Также по регенерации, например, если первородный вампир, то регенерация у него получается мгновенная, даже если ему руку отрубит, она за секунду сразу же отрастет. Даже если ты голову отрубишь, все очень быстро отрастет. Также они способны, вот. Например, у низших вампиров нет способности контроля крови. У вампиров первородных она, естественно, есть.
Так что, возможно, даже они затариваются где-то кровью, чтобы использовать ее как оружие. А, Что-то типа кровавые шипы там запустить во врага. Или взрыв крови там, что-то такое. Естественно, у каких-нибудь низших вампиров такого вообще нет. Максимум это они сильнее человека в несколько раз. Регенерация там, допустим, ну не такая сильная, чтобы отрубленная рука сразу отросла. Но со временем там, возможно, типа отрубленная конечность какая-нибудь отрастет. Естественно, если ты голову отрубишь, то уже все. Собственно говоря, ну каким-нибудь серебряным клинком, да. Естественно, например, какой... Вот, точно, оружие, по сути, поскольку у них они сильнее, их тела также прочнее. И обычное оружие тоже, ну, даже низшим вампирам максимум поцарапать его. То есть обычным оружием ты не сможешь отрубить голову вампира, только каких-нибудь особенным. Например, серебряным. Вот. Если ты серебряным клинком, например, отрубишь голову низшему вампиру, он сразу же превратится в пыль. Естественно, кол в сердце там, от чеснока ему становится плохо. Кресты также на него действуют. Вот. Естественно, вот, как я уже, наверное, 100 раз говорил, все зависит от этого эпохи. Блин, как это? Только что ты же слово это говорил. От поколения, вот. Естественно, как и что действует, зависит от поколения. Все эти чесноки, коли, серебро, солнце. Что ж, вроде все. Дампиры. Дампиры вроде как могут появиться только у первых, не у первого поколения конкретно первородных, а у первых. И неважно, допустим, какое-нибудь третье поколение, на солнце он не горит, дампир. Но вот. Ну, по сути, знаете, как дампир это как серафим. Получается, серафимы это, если не ошибаюсь, ну-ка, есть серафим же вроде. Это помесь ангела и человека, и он намного сильнее ангела, например, да? Ну-ка, сейчас. Серафим. Это... Ну, не в христианстве или чем, не в вере именно, а в мифологии. Ну, в общем, да. Типа, если родится у ангела там и человека ребенок, он будет серафимом, он будет, например, обладать невероятной силой. И, собственно говоря, дампир это что-то похожее. Он, если у вампира какой-нибудь невысшего родится с человеком ребенок, он будет сильнее, естественно, родителей вампира. Вот. Естественно, солнце, как я и сказал, дампиры не горят на солнце. Вот. Например, у каких-нибудь низших вампиров, естественно, ни о каких детях этого и близко не идет. Только у высших. Вот. Собственно говоря, поэтому вампиры и не любят, так сказать, дампиров. И если, допустим, узнают, что у какой-нибудь вампира и человека появился ребенок, то они охотятся на них, на такие вот вампиры по своей сути-то, да. Это ужасные существа, поэтому, да, если, допустим, вампир какой-нибудь любит человека, и у них появится дампир, естественно, все остальные вампиры стараются это дитя уничтожить, потому что, как я и сказал, очень опасно для них. У него, получается, нету таких слабостей, как у вампиров, типа чеснока, там, креста, солнца. Но у него есть сила вампиров, собственно говоря. Они, естественно, сильнее, там, проворнее и тому подобное.
То есть все самое лучшее, так сказать, от своих родителей. Вот. Я прям сегодня много говорю, да. Потому что, как я и сказал, мне очень нравится всякая мифология, вот эта фантастика. И поэтому эта игра мне очень сильно понравилась. Хоть я и не играю в подобные игры подобного жанра игры, вот это пошаговая стратегия. Я не знаю, как здесь что происходит, типа, все такое. То есть я иногда их вижу, вот, типа, когда у тебя несколько ресурсов, типа, завоевывай клетки, вот эти всякие. Сохраняюсь, я подобные игры мне скучно в основном не играю. Вот конкретно эта игра вот затронула, так сказать, мой интерес глубокий. И поэтому мне нравится так сейчас обо всем этом рассказывать. Все свои познания об этом. Потому что те, кто не интересуется этим, явно этого не знают и близко. Даже если не сильно интересуются, они и близко не знают. То я прям вот конкретно этим интересуюсь. Вот. Так. Что это вообще? Это что-то демоническое, наверное. Или что-то из живого. Ну, типа... Демоны, дворфы, эльфы, некроманты. Это вот демоны. Да, это пускай будут демоны. Ага. А это зверолюди. Что-то подобное. Естественно, каждый выбирает. Не обязательно прямо строго все это исследовать. Естественно, если бы я прям строго следовал конкретно эльфам, я бы и мир выбрал другой. Типа леса какие-нибудь. Но... Жалко, конечно, что не прям парящие острова, но... Пускай как есть острова, есть острова. Так. Я же вроде острова выбрал, не помню точно. Да и, собственно говоря, время-то уже подходит к концу потихоньку, поэтому... Я что-то делаю? Я не пойму, что-то я делаю, не делаю. Так, ладно. Теперь доступен новый навык развития империи. Ух ты ж, йоу! Перед вами дерево развития империи. Increase your empire's affinity to open more вашего options. стиля игры, повышайте уровень магической приверженности своей империи, чтобы открыть дополнительные возможности. Наводите курсор на умение, чтобы узнать о нем больше. You will progress toward unlocking your next empire skill every turn, depending on your affinity values. Once unlocked, you can spend Imperium to obtain the empire skill. Unlike research, the empire skills provide more passive bonuses and activate immediately upon selection. Дают в основном пассивные бонусы, которые вступают в действие сразу после приобретения. Не обязательно выберите империю. Choosing a tone will alter your affinity, which represents your attunement to specific cosmic forces. It can also be altered by picking a signature skill for your ruler. You will require a large amount of specific affinity to unlock higher tiers of tomes. Ага. Интересно, интересно. Успешная интеграция. Интеграция. Когда, говорит, рекламу вставил в нужный момент. Успешная интеграция. Так, умение империи, природа, основания и присоединение города занимает меньше времени. Только что основанные и присоединенные города получают +1 к единице населения. Ага.
понятно. Простое мореходство, умение империи общее позволяет в этом. Ага. Наверное, я с мореходством для начала займусь. Новый, потому что города я пока строить прям не собираюсь. Ух ты! Это что? Ух ты! Высший. Общие исследования. Высший. Что бы это ни значило. Полочка такая, прикольно. Блин, да, я-то на этих коплю. На конец хода. Что еще? Начало переговоров. Ага, вы нашли свободный город. Насладитесь на контакт. Можете передать с небольшиками. Тут можете стать вашими вассалами. Это коне... You have reached the overview map. As you explore the world, you will have many threats and opportunities to consider. Use this to inform your strategies. Ага, все, я что-то... Я понял. Я по вот этому... Я думал, вот это мне нужно исследовать. Типа... А это поле зрения мое. Вон оно чем. Понял. Это мое поле зрения. Получается как-то... Так карта должна быть. По идее. Ну-ка, R. Да-да-да, вот так. Ага, понял. Размещим. Так, кто-нибудь восстановил здесь свои что-нибудь? Ходы, нет? Я сначала сейчас давайте, наверное, остров доисследую по-хорошему. Гиперссылки, подсказки. You can вот. always find out more about a topic if you ever need more information to inform your decisions. Что такое гиперссылка? Когда вы наведите гиперссылку, появляется эта подсказка. Попробуйте перенести курсор. На эту ссылку откроется подсказка внутри подсказки. Отлично, используем этой функции, чтобы... Немного сломано, да? Узнать подробности об играх. Систему. Переходить по вложению подсказку можно так угодно. Если зайти слишком далеко, более ранее подсказки начнут закрываться. И чё? А чё я не пойму? А чё ты моргаешь-то? Ничего не понятно. Ладно, что-то не так. Но идя на них, курсор может получить сложную информацию. Система выберет курсор. Что вот подсказку. Ты же сказал, что ранее. Более ранее. Это же должна закрыться, нет? Или и у меня в настройках как-то не то сделано, типа. Не успел. Ладно, фиг с ним. Помощь. Фух, так. Нанять разведчика. А я все еще не нанял разведчика. Перемещение противников. Неизвестный правитель переместился. Перемещение сил противника сначала. И долго. Все, вот, теперь. Свободным городом. Да, но я хочу исследовать кое-что. Блин, чуть-чуть не хватает. Я хочу вот исследовать, да, края острова.
Что там? Потом я сейчас все исследую и соединю их, наверное, в одну армию. Это мне очень сильно поможет, поэтому я хочу, например, 2 искателя, пускай как раз таки будут. Плюс мне 2 нужно защитника. Чуть-чуть разорюсь, ладно. 2 искателя, 2 защитника и 3 лучника. Но это уже не сейчас, это позже. А так, пускай пока так. Так, а конкретно сейчас я хочу, например, убить вот этого зверя, поэтому... Иди сюда. А ты иди... Ну, например, пока сюда. Ага. И... Вот сюда. Угу. Понял. Доступны переговоры. Я сначала хочу исследовать сам остров, посмотреть, насколько он большой, да? Все ясно. Доступен новый навык игры. Нет, недоступен. Отметить все, как известно. Так. Ага. Конец хода. Ну да, я все, кажется, начинаю разбираться на чем. И как только я буду, вот. Так, обмен знаниями. Наслышан о успехах в поисках новых знаний. У нас только и говорят об очередных магических открытиях Золотой башни. Ваши исследования продвигаются семимильными шагами, пока мы едва учимся ходить. Благодаря императрице Александре, не согласитесь ли вы поделиться самым подданными своей премудростью, помочь стать... То есть это я им говорю? То есть зеленый это я, да? Или он. Или это он. Кто говорит? Патриция Лиссандра. Магистрат. Народ высшие эльфы. Они тоже высшие эльфы. Стоп, они тоже эльфы высшие? Разве они не некроманты? Короче, ладно, все, давайте мы все-таки сейчас отправим передать шепчущий камень. You have established your first contact. Переговоры, Once enough allegiance is gained with a free city and they've become your vassal, they can be integrated. Его может присоединить к империи. Интеграция города полностью переведет его под ваше управление, прежде чем принимать решение об интеграции. Бдите, что по всему городов. Понял. Так, ну я, значит, для начала хочу вот эту убить. Че, он мне ману дает? А на ману мне нафига? 3 часа уже стримлю, все понял. В общем, ладно. И в этой игре, в общем, еще разбираться и разбираться. Очень интересная игра. Так что... Нет, стоп.
Мне сначала эту, потом эту, а уже потом эту. Туда подземный проход. Так. Залежи железа. Источник маны. Луга, лес, скала. Так, наверное, давайте, знаете что? Рыбу. Какой-нибудь вот этот побольше, вот эту территорию займу. Ага, мне нужно увеличить население, и я наконец-таки займусь рыбой. И ух ты ж, ё! Я открыл новый остров, шикарно. Мне это нравится. Так, ага. Ману и... Давай-ка вот. Давай для начала сюда иди. Все, шикарно. И дальше я могу спокойно уходить куда-нибудь к себе. Типа... или, например, вот сюда исследовать. Так. Да. Я сейчас хочу конкретно Имугию. Или... Сколько здесь? Блин, вот здесь они прям очень сильно. Стой, золотая башня. Это мы золотая башня. Армия и страж мародеров. Блин, они прям мощные. Так, давайте-ка мы сначала лучше... Опа, а это что еще за пираты? Это плохо. Это плохо. А у нас сколько? Так, ладно, давайте сначала убьем каких-нибудь слабеньких, типа. Пусть уходит. Так, ваши воины набросились на штурмового змея, его отряд противника. Паники отступать, не пытаясь сражаться. Одни враги пытаются спрятаться, другие. Земля не испугавшая. Неужели молит о пощаде, вы позволите нам? Противника избирателей, нападете на них. Ну, пускай бегут. Your alignment represents how others see you. This can be changed by your own actions. Alignment also determines the base relations value between you and other rulers and free cities. Ту или иную сторону мировоззрения может принимать значение от абсолютного добра до чистого зла. Текущее значение отображается в правом нижнем углу. Вижу, ага. Текущее значение. Четко. Следующий счетчик входов многих. Эффекты, влияющие на мировоззрение. Нет, понял. Неплохо, хорошо. По крайней мере, да. Так, стоп. Ух ты! Устричный риф. Давайте сейчас ходы доходим. Так, это я могу и вот этим собрать там по пути. А мне еще нужно кого-нибудь типа... Вот их, например. Так, да. Вот, да, все. И у меня еще... Иди-ка ты знаешь что? Как-нибудь типа вот так. Вот, вот. И сейчас будем потихоньку вот так карту исследовать. По крайней мере, мой остров, да, вот он. По крайней мере, я исследую сначала свой остров. Плюс мне нужно как минимум захватить всякие, да, эти. Блин, ну прикольно, прикольно. Проход. Кристаллы маны, да. Железо. Ну, все, в общем, да? Я все ходы сделал свои. Да.
На этом тогда я... Чё, как тут сохраняться? Быстро сохранять. Автоматические сохранения. Новое сохранение. Сохранить. Все. Да, у меня уже глаза уже все. У меня, собственно говоря, уже час ночи. 3 часа стримлю. Все сходится. Так что... Сдача. А, сдаться, типа. Прикольно. Выйти из игры, выйти из меню. Так. Что ж. Проходить эту игру я определенно буду. Возвращать уж деньги не буду за нее. Ладно. Буду проходить эту игру, как и планировал. Я просто обзор делал, типа, если бы мне прям не оправдало бы мои ожидания, то я бы просто вернул деньги и продолжил стримить то, что есть. А так, в принципе, интересно, да. Как я искал нескольких раз, не хватает интересных каких-нибудь. Хотя бы для одиночной игры. А так, в принципе, прикольно. Так что... Дальше... Ну, полное прохождение не полное, не знаю, потому что эта игра как бы, по сути... Нет такого, что прям здесь финал был, концовка какая-то. Это, по сути, бесконечная игра. Но проходить буду, в общем. Так что, спасибо за просмотр. Давайте наберем 100 подписчиков. Помогите в этом. Также комментируйте. Комментарии, оказывается, продвигают видео. Чем больше комментариев, тем больше человек увидит это видео мои, поставит лайки, так что вы тоже, если вам понравилось мои познания, сама игра, ставьте лайк. Вот. Так, вы, собственно говоря, заходите на стримы на Трова, ссылочка всегда в описании. Это видео, кстати, на YouTube выйдет не скоро. Может завтра, а может даже послезавтра, поскольку с каждым видео, с каждой, точнее, новой игрой, мне нужно кучу всего различных подготавливать. То есть на остальные видео у меня есть пресеты. Допустим, второе, третья часть, у меня есть всегда пресеты. А вот первое видео у меня куча всего, куча различной информации нужно написать, прежде чем выпустить видео. Плюс мне еще нужно отредактировать превью, там все дела. Вот. Я сейчас навряд ли этим... Нет, то я этим точно сейчас не буду заниматься, потому что я, как и говорил, спал 5 часов. Я сейчас, возможно, буду скоро ложиться спать. Когда пока проснусь, пока это все сделаю. И назначу дату выхода, время выхода. Там будет уже видно, когда она выйдет. Возможно, да, завтра я только... Ну, уже сегодня уже у меня 0:18. Сегодня как проснусь, я пока всем этим буду заниматься, уже и вечер настанет, не до выпуска будет, и я, скорее всего, на 6 утра, да, получается, выложу видео. Вот. Возможно, будет все так. Так, вроде все, да, сказал. Всем пока.